В предыдущих упражнениях мы так или иначе работали стоя на одном месте. Либо держать за опору, либо без опоры, используя только силу мышц ног. Но это все равно было движение на одном месте. Сейчас, уже понимая, что и как нужно выполнять при ударе в йокогири, мы переходим к перемещению. Технику выполняем в движении. До этого мы использовали стойку шикодачи. Она была понятна всем, но поскольку и мой базовый стиль это шотокан, то я предлагаю отрабатывать йокогири из стойки кокуцудачи. По крайней мере для новичков это, на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант обучения, подготовки и какого-то развития биомеханики. Почему это так? Сейчас смотрим, как происходит движение в шикодаче. Стойка шикодачи. Двуопорное положение. И центр тяжести находится посередине стойки. Для движения на камеру, то есть вперед, необходимо сделать движение в центр и из центра уйти распределиться. Прийти в центр и из центра распределиться. То есть мы таким образом двигаемся, как бы крутясь из стороны в сторону. Точно так же мы двигаемся назад, забираем ногу и уходим в сторону. Забираем ногу и уходим в сторону. Таким образом, мы не можем выполнить перенос усилия сразу вперед. Нам нужно для этого некая подготовительная часть на вращение. Шотокан разработал, предложил, и эта стойка именно в таком виде есть. Только в этом стиле вариант работы кокуцудачи, где вес находится большей частью на задней ноге. И при движении фронтально в камеру мы сразу выталкиваемся вперед, переносим вес и входим вперед. Переносим вес и входим вперед. Точно так же мы двигаемся назад. Таким образом у нас сохраняется все время движение корпуса ровно, ровно, ровно. Моментов поворотов нет. Следующее упражнение по развитию биомеханики выглядит следующим образом. Мы принимаем кокуцудачи как исходную позицию. Дальше выталкиваемся задней ногой и поднимаем коленку к груди. Происходит это на начальном этапе. Медленно, потом скорость постепенно увеличивается. Мы поднимаем и распределяемся в кокуцудачи. Поднимаем и распределяемся в кокуцудачи. Если, я сейчас это покажу, двигаться не фронтально ногами, а двигаться вдоль камня, то мы будем попадать на фазе подъема колена груди в ту шикодачи, которую формировали ранее, стоя на одном месте. Вот наша кокуцудачи. Мы толкаемся вперед, разворачиваемся на носке и поднимаем колено к груди. Вытолкнулись и распределились. Это может быть сейчас. Если мы двигаемся прямо, стойка, кокуцудачи, либо если мы были на месте и делали движение, просто подъем бедра, постановка, подъем бедра, постановка, может быть и шикодачи. Но нас интересует вопрос переноса и выталкивания колена вверх. Когда мы привыкли к движению в кокуцудачи,
привыкли к тому, что нужно выталкивать колено груди, мы увеличиваем скорость данного действия. Вот столько. Положение рук не принципиально. Они могут быть вдоль туловища, они могут быть подняты, как в кумите. И мы выталкиваемся и распределяемся в носок. Это у нас жесткая часть стойки. Снова выталкиваемся и снова становимся в стойку. Вот этот момент резкого выталкивания и перехода в опору должен позволить нам впоследствии сформировать быстрое и эффективное действие в кумите. Теперь, попробовав и медленно, и быстро работу на вынос колена и бедра, груди и двигаясь в кокуцудачи, мы точно так же возвращаемся к медленной работе из шикадачи на распрямление ноги в сторону. То есть мы сейчас в этом движении набираем потихоньку объем полного движения йога-гири. Выталкиваем колено в груди. После этого проворачиваем тазобедренный сустав и выталкиваем вперед пятку, бум. Забираем ногу, разворачиваем и проходим в кокуцудачи, опять же в носок. Снова выталкиваем колено вверх, проворачиваем сустав, проворачиваем и выталкиваем колено, возвращаем и переходим в кокуцудачи. Мы специально разделили упражнение по скоростной составляющей. Выталкивание бедра вверх и проход в кокуцудачи мы делали быстро. Все движение от начала до конца мы делали медленно, плавно, спокойно, пока пофазно. И сейчас выполняем его также медленно, но уже без остановок. То есть мы соединяем все движение в одну непрерывную цепочку. Вот кокуцудач, руки, и мы мягко двигаемся с йога-гири кипоми вперед. Суставная сумка выглядит примерно следующим образом. Вот раз и два. Вот это кость, вот это, собственно, то место, где она размещается. И за счет того, что она крутится туда-сюда, мы имеем возможность делать движение в одну либо в другую сторону нашим бедром. Ну, либо другим бедром уже с другой стороны. То есть симметрия в теле у нас у всех присутствует. Когда мы резко выталкиваемся в одном направлении, то наша кость выскакивает из суставной сумки. Ее здесь удерживают связки и частично мышечные волокна. Чем чаще мы это делаем и чем резче у нас направлено движение в сторону выталкивания, тем с большей вероятностью мы получим в конечном итоге проблемы с тазобедренными суставами. Там начнет формироваться постепенно артроз. Для того, чтобы этого не было, нам необходимо начать увеличивать скорость возвратного движения. Для того, чтобы ее возвращать максимально быстро, нам нужно опять же вернуться к проработке мышц бедра. Для этого следующий блок упражнений. Для отработки возвратного движения мы возвращаемся к базе, которую разобрали в предыдущем цикле упражнений. Когда развивали мышцы бедра, работали только на физические качества. Принимаем стойку кибадач, держим руки перед собой. Так же, как это было в первом блоке.
делаем подшаг приблизительно на ширину плеч. Мы это помним, это есть в первом блоке упражнений. После этого разворачиваем опорную ногу пяткой в направлении движения и выполняем йога-гири вместе с действием руки, вместе с ураки-руч. Вот мы здесь стояли, вот мы отсюда выполняем действие. И возвращаем стопу к колену. Наша задача забрать оттуда стопу чуть быстрее, чем мы выводили ногу в сторону. То есть, условно говоря, мы делаем движение медленно, быстро забираем. Медленно, быстро забираем. Происходит это следующим образом. Мы подшагиваем, и после этого вытягиваемся, забираем, распределяемся в три подачи. Подшагиваем, вытягиваемся, забираем ногу. Подшагиваем, вытягиваемся, забираем ногу. Задача дотянуть стопу до коленного сустава. После этого точно так же с носка мы уходим в кибодачу. Когда мы прошли какое-то количество шагов в одну сторону, мы продолжаем делать то же самое упражнение в обратном направлении. В предыдущем упражнении мы выполняли действие, которое похоже на йога-гири кикоми. Дальше, для того, чтобы подойти к йога-гири киаги, это тоже такая интересная тема, мы подробно на ней остановимся в следующем блоке, там, где будем говорить о применении действия на практике. Но подготовительные упражнения разберем здесь, в этом блоке упражнений. Для того, чтобы, опять же, прокачать мышцы бедра и продолжить развивать подвижность тазобедренных суставов, нам необходимо перейти на качественно новый уровень. При этом желательно остаться в избранном виде движений, то есть использовать собственный вес без каких-то там дополнительных отягощений. Для того, чтобы реализовать то, что я сейчас сказал, я предлагаю выполнить следующее упражнение. Вот я стою на пересечении двух линий на таком крестике. Следующее движение я должен буду сделать вперед и вперед, с разворотом таза по некой дуге. Вот таз ушел в одну сторону, вернулся на место. Вот таз ушел в другую сторону, вернулся на место. Вот таз ушел и вернулся. Таз ушел и вернулся. Выглядит все очень просто. Вот я стою и я ухожу. Ушел, встал, ушел, встал и постепенно добавляю темп. Ушел, встал, ушел, встал, ушел, встал, ушел, встал, ушел, встал. В этом упражнении одновременно и подвижность суставов, и качество работы мышц ног. От голеностопа до бедра прорабатывается все, что у нас есть. Вот мы немножко поприседали, вы испытали что-то неизведанное, и возвращаемся опять к старому проверенному упражнению, но на качественно другом уровне. Мы снова принимаем стойку кибодач, снова вышагиваем
И после этого будем выполнять йога-гири кикони. Происходит все это уже быстро и на ударе, и на возврате. Вот наши стопы. Мы входим и дальше отсюда впрыгиваем и возвращаемся. Входим, впрыгиваем и возвращаемся. Я специально приподнял штаны кимоно для того, чтобы была видна работа голеностоп. Вот мы сидим в кибодач, выполняем под шаг, и после этого впрыгиваем и возвращаемся. Под шаг, впрыгиваем и возвращаемся. Опускаем штаны в исходное положение, ставим перед собой руки, делаем тот же под шаг, впрыгиваем, забираем. Под шаг, впрыгиваем, забираем. Под шаг, впрыгиваем, забираем. И то же самое делаем в другую сторону. Под шаг, впрыгиваем, забираем. Под шаг, впрыгиваем, забираем. Под шаг, впрыгиваем, забираем. Финишное упражнение этого курса связывает и биомеханику, и нервно-мышечную деятельность. То есть в методике какие-то упражнения мы выполняем от начала до конца, контролируя все, что необходимо сделать. А какие-то упражнения в методике, которые требуют определенной скорости, взрыва, выставлены так, что сделать их каким-то другим образом невозможно. Но нужно выйти на этот уровень последовательно, чтобы не получить каких-то травм при отработке данного упражнения. Значит, мы сейчас попробуем сделать йога-гири киани с его главной, явной и тайной составляющей. Тайная составляющая заключается в том, что да, вот этот мах можно было бы назвать йога-гири киани, но он будет тогда являться ударом, когда скорость обратного движения будет чуть выше, чем движение, которое выполнено в направлении противника. Как это достигается? Мы из хейкудачи под каким-то углом, то есть не в сторону, не в этом и в этом направлении, а чуть-чуть под углом выбрасываем йога-гири, бум. Наша задача быстро вернуть голень к себе. Но это было бы просто для того, чтобы простимулировать переход на другой скоростной режим. Мы делаем движение резко в сторону и уходим вниз. Резко в сторону и уходим вниз. Бросаем и уходим вниз. Бросаем и уходим вниз. Момент бросил и упал может привести к тому, что наше колено через какой-то промежуток времени перестанет функционировать. Момент бросил и не забрал голень, значит, не развернул таз. Соответственно, мы, падая, полностью исключаем работу в тазобедренном суставе. И, соответственно, еще больше нагружаем колено. Поэтому нам критически важно выбрасывать, забирать и уходить на всю стопу и выталкиваться обратно. Бросить, забрать, развернуть таз и уйти на всю стопу. Безусловно, можно предложить другие упражнения для подготовки спортсменов к выполнению удара йога-гири. Упражнений действительно очень много. Занимавшись
больше 36 лет карате я в рамках методического курса решил остановиться на этих упражнениях. На мой взгляд, они безопасно обучают любого человека с любым базовым уровнем подвижности тазобедренных суставов к выполнению боковых ударов. Поэтому, если вы попытаетесь выполнить эти упражнения, все или какую-то часть, я думаю, вы достигнете значительного прогресса. Спасибо, что смотрели.